Марина всегда считала свою жизнь спокойной и предсказуемой. Она была матерью-одиночкой с маленькой Катей, воспитывая ее одна после смерти первого мужа. С Олегом она встретилась 2 года назад, и все в их отношениях казалось правильным. Он был надежным, добрым, с первого взгляда полюбил Катю и принял ее как родную. Все шло хорошо. Семейные ужины, прогулки в парке, игры по выходным. Но однажды, когда Марина уехала на несколько дней по работе, что-то изменилось. Катя стала странно себя вести. Она избегала Олега и все чаще уединялась в своей комнате и выглядела все более замкнутой. Марина не понимала, что происходит, но ее тревожное материнское сердце не могло игнорировать изменения в поведении дочери. Марина смотрела на свою 7-летнюю дочку Катю, играющую на ковре, и не могла избавиться от неприятного чувства, что что-то не так. Ее дочь изменилась. Еще несколько недель назад Катя была веселой и живой девочкой, которая постоянно задавала вопросы, смеялась и обнимала маму по вечерам. Теперь она будто ушла в себя. Стала замкнутой и молчаливой, часто смотрела в одну точку, а иногда вздрагивала от громких звуков. Марина не могла понять, что изменилось. Однажды вечером, когда она вернулась домой после того, как оставила Катю с отчимом, своей второй половиной, Олегом, девочка встретила ее непривычной радостной улыбкой, растерянным и даже испуганным взглядом. Она ничего не говорила, просто обняла свою мягкую игрушку и ушла к себе в комнату. С того дня что-то изменилось. «Что-то случилось?» – спросила Марина, присаживаясь на кровать дочери тем вечером. Катя лишь пожала плечами, пряча лицо в игрушку. Марина пыталась объяснить себе, что это просто возрастные изменения, возможно, стресс от школы или новые детские страхи. Но все внутри нее сопротивлялось этому объяснению. Ее инстинкты кричали, что дело в чем-то другом. Каждый день она находила все больше деталей, которые тревожили ее. Катя стала отказываться играть с Олегом, а раньше она любила, когда он поднимал ее на руки и кружил по комнате. Когда Олег сидел рядом с ней за ужином, она сидела с опущенной головой и не отвечала на его вопросы. Однажды Марина застала ее, как она резко отпрыгнула от отчима, когда тот подошел к ней, чтобы обнять. Олег выглядел озадаченным, но ничего не сказал, а Катя ушла в свою комнату. В голове у Марины зарождались ужасные мысли. Что если Олег сделал что-то ужасное? Что если ее девочку, ее маленькую Катю как-то обидели, пока ее не было рядом? Она всегда считала Олега заботливым и добрым человеком, который любил Катю как собственную дочь. Но что если она ошиблась? Что если она не замечала чего-то, что происходило у нее под носом? Однажды Марина обратила внимание, что Катя стала ходить дома в толстых свитерах, даже когда было жарко. Она спала, свернувшись клубочком и крепко сжимая своего плюшевого медведя. А однажды, когда Марина пыталась аккуратно спросить ее, что происходит, девочка расплакалась и закрылась в ванной. Эти маленькие детали заставляли ее сердце сжиматься от боли и страха. Она не могла поверить, что человек, которого она любила и считала своим партнером, мог оказаться таким монстром. Но что, если это правда? Она читала истории о семьях, где отчимы злоупотребляли доверием детей. И везде признаки были такими же – молчание, отстраненность, страх перед физическим контактом. Ночами Марина не могла уснуть. Ее мысли крутились вокруг одной идеи – ей нужно узнать правду. Она не могла закрывать глаза на то, что происходило с ее дочерью. И однажды она решила, что будет следить за Олегом. Она не могла рисковать безопасностью Кати. На следующий день Марина сделала вид, что ей нужно уехать на работу, оставив Катю наедине с Олегом. Но вместо того, чтобы уйти, она спряталась в спальне и через маленькую щелку в двери наблюдала за ними. Ее сердце бешено колотилось, а в горле стоял ком от страха перед тем, что она могла увидеть. Олег сидел на диване с книжкой в руках, пока Катя играла в стороне с куклами. Время шло, но ничего необычного не происходило. Олег выглядел обычным. Он периодически смотрел на Катю, пытался поговорить с ней, но девочка была все так же молчалива. В какой-то момент он встал, подошел к ней, присел на корточки и мягко предложил поиграть вместе. Катя отказалась, отвернулась от него, но Олег не стал настаивать, лишь тихо вздохнул и вернулся к своему креслу. Марина стояла и не верила своим глазам. Внутренний голос продолжал кричать ей, что что-то не так, но она не видела ничего подозрительного. Все выглядело так, как должно. Олег вел себя абсолютно нормально. Более того, она заметила, что в его глазах было что-то, чего раньше не замечала – боль и непонимание. Он был так же озадачен поведением Кати, как и она. Прошло несколько дней. Марина продолжала наблюдать, но все было так же. Олег не делал ничего подозрительного, он искренне заботился о Кате, пытался с ней общаться, проводить время, но она продолжала отстраняться.
Каждый раз, когда Олег пытался подойти ближе, девочка будто уходила в себя еще больше. Наконец, однажды ночью, когда Катя не смогла заснуть, Марина решила поговорить с ней напрямую. «Котенок», – тихо сказала она, садясь на край кровати, – «ты можешь рассказать маме все, что тебя тревожит. Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось». Катя молчала, но Марина заметила, как ее плечи задрожали. Она подошла ближе и обняла ее, чувствуя, как девочка начинает тихо всхлипывать. «Ты боишься Олега?» – осторожно спросила Марина, надеясь, что это не так. Катя продолжала молчать, но ее слезы говорили больше, чем слова. Марина почувствовала, как ее сердце сжимается от боли и страха. Она не могла больше держать все в себе. «Он что-то сделал тебе? Ты можешь сказать мне? Не бойся», – прошептала она. Катя вдруг подняла голову и посмотрела на маму. Ее глаза были полны слез. «Нет, мама, он ничего не делал», – наконец произнесла она. Марина замерла. Не понимала. Если Олег ничего не делал, то что тогда происходило? Катя долго молчала, потом снова спрятала лицо в подушку. «Я просто не знаю, как с ним быть», – сказала она сквозь слезы. «Я боюсь, что если я его полюблю, то забуду папу». Оказалось, что Катя боролась с внутренним конфликтом. Она чувствовала себя виноватой перед своим настоящим отцом, который умер. Марина облегченно выдохнула, прижимая дочь к себе. Ее страх растворился, уступив место пониманию и нежности. Она погладила Катю по голове и тихо сказала: «Ты не забудешь папу, котенок. Он всегда будет с нами, в твоем сердце. А Олег, он не хочет занять его место. Он просто хочет быть рядом и любить нас». Катя всхлипнула, но кивнула, уткнувшись в мамино плечо. В ту ночь они долго говорили. И впервые за последние недели девочка заснула спокойно, сжимая руку Марины. А утром, когда Олег заглянул в комнату, Катя впервые за долгое время робко улыбнулась ему, и в доме снова воцарился покой.